мы имплементировали, выполнили в Республике Молдова. Немножко расскажу о нас. Наша компания существует с 2017 года, но активно мы начали где-то в 2018 году заниматься разработкой технологий в сфере гидропонного метода выращивания. Мы поехали в Голландию, увидели вообще, что такое сельское хозяйство современное, технологичное, поняли, что нам нужно двигаться в этом направлении, нам нужно быть технологичной компанией и использовать все современные методы для достижения успеха. И мы начали наш путь, постепенно разрабатывая пошагово технологии и системы, которые мы на сегодняшний день продаем и сами используем. Немножко о гидропонике в целом расскажу для тех, кто вообще не знает. Значит, гидропоника происходит от греческих слов «хидро» – вода, и «понус» – работает. То есть вода у нас основа в нашей системе, мы все питание растениям даем через воду. Растения, выращенные в воде без почвы, им необходимы обогащенная вода с питательными элементами в ней, которые нужны растению, и кислородом. Также нужна некая инертная система, это субстрат, который будет держать корневую систему. В основном субстраты используются для поддержки корневой системы, ну и плюс имеют определенные свойства, мы поговорим о них позже, какие субстраты используются. Гидропоника достаточно древняя технология, она, так скажем, переоткрытая в 20 веке в поиске проблем, решения проблем с выращивания в неблагоприятных условиях. То есть страны, которые не имеют хорошей почвы, вынуждены были искать решения, при котором они смогут снабжать себя овощами, фруктами, продуктами. И, соответственно, гидропоника пришла здесь как решение этой проблемы. То есть вообще гидропонику использовали еще в Вавилон и Ацтеки, то есть это были там сады Семирамиды подвесные, то есть это первые такие, скажем, упоминания о гидропонном методе, где там плавучие сады, где растения плавали в воде и росли, соответственно. Значит, в принципе, надо сначала понять, нужна ли нам гидропоника, когда особенно я часто встречаю вопрос, зачем нам нужна гидропоника, когда у нас такая хорошая почва, и мы с этим вопросом много работали, и общаясь с фермерами, понимаем на самом деле, что почва не такая уже хорошая, но в целом основные плюсы гидропоники – это, первое, это самое главное, это полный контроль за питанием растения, то есть мы можем точно давать растению необходимые элементы в нужном количестве. Это позволяет нам добиваться максимальной эффективности, максимального потенциала роста самого растения. Также мы экономим воду. Это одна из главных проблем в нашей стране в том числе. То есть мы тратим огромное количество воды для того, чтобы полить поля, там, или выращивание в почве, там, в теплицах тоже потребляет огромное количество воды. В данном случае, в этой технологии мы можем использовать воду как в замкнутом цикле, то есть вода циркулирует по кругу, и уходит реально то количество воды, которое действительно потребило само растение в виде транспирации, в виде процесса фотосинтеза. То есть на сегодняшний день это самый эффективный метод выращивания определенных культур с точки зрения экономии воды. Также экономятся и питательные вещества, потому что мы не выливаем их просто там, как в почве, там огромное количество, и надеемся, что какая-то часть из них дойдет до корневой системы. Здесь все питание приходит сразу к корням, и тем самым мы можем дозированно давать ровно столько, сколько нужно. Меньше используются пестициды. Почему? В основном потому, что растение, когда получает идеальные условия выращивания, оно использует свою иммунную систему на максимуме. Соответственно, нам нет необходимости дополнительно вносить какие-то пестициды для защиты растения, то есть оно использует свою иммунную систему и защищается хорошо. Гербициды, в принципе, мы не используем, у нас нету, ничего не растет, все чисто, все аккуратно, то есть все, что выращивается, выращивается в определенных там лотках, субстратах, соответственно, гербициды нам не нужны. Маточное растение, вот, допустим, выращенное гидропонным методом, оно более жизнеспособно. Мы очень хорошо доказали это, разводя столонной клубники на севере Молдавии для одного кооператива. Мы купили маточное растение клубники и дальше клонировали его гидропонным методом выращивания, и потом высаживали в почву. И получали намного лучший результат, нежели рассаду, которую до этого приобретали выращенную в почве. То есть растение было более здоровым, более качественным, дало больше урожая.
Ну, соответственно, когда питание правильно, все идеально, то и растение само большего размера, больше урожая, лучше качество. Ну, соответственно, получается более качественное растение. Еще один важный плюс – это доступ к корням. То, чего мы не можем сделать в почве, да, мы можем периодически, а мы это делаем, например, в производстве практически на ежедневной основе, мы проверяем корневую систему наших растений, и она дает нам много ответов на вопросы, как развивается растение. И мы заранее можем видеть, если у нас какие-то проблемы начинаются, мы можем заранее их решать, не допуская того, чтобы растение заболевало, и мы теряли урожай. Также есть возможность выращивать в экстремальных условиях, да, там можно выращивать хоть в пустыне, используя, например, вертикальные фермы, можно выращивать там, где очень холодно, соответственно, используя там тоже часть технологии. То есть практически мы можем выращивать везде, где у нас есть доступ к воде, электричеству, можно вырастить любое растение. Рационально используется пространство, то есть мы в том же пространстве выращиваем в несколько раз больше, чем в традиционном сельском хозяйстве. То есть там теплица, если это гидропонная теплица, она в том же масштабе производит в разы больше. Если это вертикальная ферма, там в десятки раз больше на той же площади, так как мы используем трехмерное пространство. И, допустим, одно из плюсов еще, что не нужно перетаскивать землю, то есть особенно в больших хозяйствах это достаточно большой объем труда, то есть надо периодически менять почву, соответственно, это огромные усилия для того, чтобы это сделать. В нашем случае мы каждый раз используем просто новый субстрат, старый выкинули, либо компостировали, то есть, соответственно, это нам облегчает труд, физический труд. Ну, так же, как у всех систем есть и минусы, у гидропоники есть свои минусы. Первый минус – это человеческий фактор. Все-таки он присутствует в зависимости, конечно, от уровня автоматизации. То есть мы стараемся на своих производствах избежать максимально человеческого фактора, насколько это возможно, насколько позволяет бюджет, потому что в основном люди допускают ошибки, там, внося неправильно удобрения, либо неправильно как-то там обрабатывая растения. То есть мы доверяем в этом случае компьютеру, соответственно более обезопасены, скажем так, в этих вопросах. Температура – лимитирующий фактор, то есть высокая температура, если мы говорим там, например, в теплице, высокая температура воды, она дает нам, скажем так, благоприятную среду для того, чтобы развивались различные грибковые или бактериальные проблемы в растворе. То есть если температура воды поднимается там выше 27-8 градусов, то уровень кислорода в этой воде падает, соответственно, начинают размножаться анаэробные бактерии, грибы. Соответственно, этот лимитирующий фактор всегда нужно учитывать, когда разрабатывается технология и в каком месте она будет использоваться. Не все растения экономически выгодно выращивать. В основном выгодно выращивать растения с быстрым циклом роста. То есть по факту мы можем выращивать гидропонным методом хоть бананы, но должно быть экономическое обоснование у этого. Соответственно, в этой технологии выгоднее вырастить растение, которое однолетняя, которая дает быстрее урожай, вы можете прокрутить больше циклов и снять с него максимальное количество урожая, потому что на длительной дистанции контролировать все очень трудно. То есть желательно там в течение года там, менять растения, заново высаживать, и так по кругу, так получается меньше болезней, меньше проблем. Ну, изначальная инвестиция тоже большой минус гидропонного метода выращивания. То есть можно сделать гидропонику простую, но там будет много опять человеческого фактора, который, скорее всего, приведет к каким-то определенным ошибкам. Если строится профессиональная система, к сожалению, требуется вложить изначально большое количество денег во всю эту автоматизацию, в поливы, чтобы все работало автоматизированно. Тогда вы достигаете успеха и получаете необходимый результат. Ну и наличие необходимых знаний для того, чтобы это реализовать. В любом случае необходимо больше знаний, чем в традиционном сельском хозяйстве. Здесь нужно понимать немножко и инженерию, и агрохимию, более глубже понимать. Но, в принципе, нет ничего невозможного, это не что-то сверхъестественное, просто на это больше времени нужно потратить для того, чтобы этому обучиться. И здесь некоторые мифы, которые я бы хотел тоже обсудить. Особенно вот у нас есть такое понимание, что гидропонная еда, особенно там томаты, это химия, они пластмассовые, что мы зимой обычно покупаем их, они пластмассовые, они невкусные. Здесь важно понимать, что растения, то есть все химия, и выращивание в почве – это тоже химия. Все, и это вокруг нас химические процессы. И если мы разбираем
что необходимо растению, мы потом детальнее поговорим об этом, то ему необходимо определенное количество элементов, которые присутствуют в почве как в естественном виде, либо мы их добавляем в виде минеральных удобрений. Но так или иначе растения потребляют ионы минералов и металлов, независимо от того, они были в органическом, то есть в почве там, или в минеральном виде. Соответственно, пластмассовая еда, она связана с логистической цепочкой и с желанием производителя увеличить срок хранения на полке. Поэтому там, когда мы покупаем помидоры, которые безвкусные, они просто были сорваны зелеными и дозревали в процессе логистики, пока ехали к нам сюда из Турции, например. Поэтому вкуса у них нету. То есть если вы вырастите локально здесь гидропонный помидор, он по вкусу не будет уступать вообще, а иногда даже и превосходить помидор, который выращен в почве, потому что у вас есть полный контроль, вы можете дать все этому помидору, чтобы он был максимально вкусный и полезный. Гидропоника вредна окружающей среде. Это тоже миф. Мы используем замкнутые системы, то есть мы, наоборот, стараемся улучшить окружающую среду вокруг нас. Мы не выливаем там кучу удобрений в почву, то есть у нас все закрыто. Соответственно, здесь больше, я бы сказал, здесь мы больше заботимся об окружающей среде, нежели ей вредим. Вот гидропоника слишком там сложная, высокотехнологичная, чтобы средний человек мог ее понять. На самом-то деле можно выращивать гидропонным методом и достаточно просто. То есть там, купить готовые комплексные удобрения, начать с какой-то культуры, там, которая имеет короткий цикл роста, и все получится. Здесь главная проблема большинства людей – это страх. То есть слишком непонятно, много всего непонятного, и люди даже не пробуют. Тут вопрос, надо перебороть этот страх. Информации предостаточно в интернете, с чего можно начать. Там буквально 10 видеороликов будет достаточно для того, чтобы понять, как начать, с чего начать, найти рецептуры готовые и попробовать. И потом дальше уже просто набирая опыт, усовершенствовать свои навыки. Гидропоника должна использоваться в помещении и не требует пестицидов. Но в нашем случае гидропонику мы используем в разных проектах. То есть это может быть закрытые помещения, это могут быть теплицы, это бывают открытые вообще без теплиц решения. То есть ее можно использовать везде. Ну, соответственно, с пестицидами здесь зависит уже от ваших техник, скажем так, как агронома, знаний, насколько вы можете использовать там биологическую защиту, или там максимально следить за растением, чтобы не использовать пестициды. В среднем мы в больших производствах мы используем пестицид, но в очень маленьких количествах, в большинстве случаев тогда, когда действительно что-то произошло, без превентивных мер. Ну, в целом еще есть такой миф, что гидропоника используется в незаконных целях. Да, действительно выращивают каннабис в мире гидропонным методом выращивания. В многих странах это уже законно. Если бы говорить про маржинальность в этом бизнесе, вообще в этой технологии и занятие этим бизнесом, то градация будет следующая. То есть на первом месте выгоднее всего выращивать каннабис, потом выгодно выращивать микрозелень, так как у нее большая маржа. Потом выгодно выращивать салаты уже полноценные, как зелень, травы, группа. Дальше идут клубника, потом томаты, огурцы, перцы, ну и уже и так далее. То есть, в принципе, приблизительно вот так выглядит маржинальность по культурам. Сегодня несколько проектов наших, которые мы сделали, разберем. Общими словами расскажу, не буду вдаваться прямо в технологические детали, просто чтобы концептуально было понятно, как мы используем эту технологию. То есть у нас есть пример использования гидропонного метода выращивания на вертикальных фермах. У нас есть пример использования в теплицах выращивания зелени и трав. И, например, разберем и клубничное выращивание на субстрате в теплице. Вертикальная ферма, что это вообще такое? Это достаточно новое направление в сельском хозяйстве. Оно даже не совсем сельское хозяйство, это называется городское хозяйство. То есть мы выращиваем салат прямо в городе, как можно ближе к точке продаж. Основные плюсы этой системы – это то, что здесь максимально автоматизированы все процессы. Помимо там, гидропонной теплицы, в теплице мы используем солнце. Да? То есть у нас есть солнце, и мы используем только досветку в течение зимнего периода времени. Здесь же полностью искусственные микроклиматы, и мы заменяем солнце спектром с определенного света, который имитирует солнце. То есть здесь у нас больше контроля над растением. Соответственно, мы можем еще точнее, еще лучше его вырастить.
Главный плюс – это возможность выращивания в трехмерном пространстве. Соответственно, эту технологию мы делали ее не для того, чтобы использовать в Молдове. Мы делали ее для того, чтобы могли имплементировать ее в любой другой стране, особенно в больших мегаполисах, в больших городах. Там проблема логистическая, там проблема большого количества населения, то есть все производства, все теплицы, все находится за городом, там, и есть логистическая цепочка. А, например, если мы возьмем продукт как зелень, ее надо кушать максимально быстро. То есть как только сняли с грядки, желательно ее там в течение нескольких дней уже потреблять. А если логистическая цепочка длинная, соответственно, мы имеем некачественный продукт на полке. И это решение пришло для больших городов, строить прямо в городе, использовать какие-то склады, неиспользуемые помещения, в них строить вертикальные фермы и продавать локально прямо там в соседнем супермаркете. Здесь главный плюс еще это стабильное качество продукции, то есть у нас всегда одинаковые там идеальные условия, то есть всегда нету скачков температуры, влажности, перепадов там по концентрации солей или там сильно интенсивное солнце, либо менее интенсивное. У нас всегда все одинаково, то есть мы нашли там, лучшие в нашем понимании условия для там, производства салата, и мы всегда ему даем эти лучшие условия. Соответственно, мы всегда имеем прогнозируемый урожай, мы всегда знаем точно, сколько мы произведем, когда мы произведем, какой будет вес, потому что все растения у нас одинаковые. То есть в конечном итоге мы, например, выращиваем в среднем салат 120-150 грамм, и используя там наш метод, мы знаем, что за 6 недель у нас салат от семечки, от посадки до сбора урожая будет готов. И так как у нас всегда условия одинаковые, у нас всегда прописан каждый день, когда у нас будет урожай. Соответственно, мы можем за счет этого прогнозировать наши продажи и договариваться там с супермаркетами, с точками продаж. Это большое преимущество. То есть они знают, сколько они получат продукции каждый день заранее. И это всегда в большинстве случаев превышает, скажем так, плюс от того, что если мы возьмем выращенную зелень там в теплице, она будет дешевле. В нашем случае будет дороже. Но за счет того, что мы можем прогнозируемо продавать стабильное качество, и потребитель, и супермаркет в этом случае готов заплатить там на 20-30% больше, но зная, что этот продукт будет всегда одинакового качества, и он будет поставлен в тот день, когда мы обещали. Есть еще один главный плюс. Мы не используем пестицид вообще в вертикальных фермах. То есть это абсолютно чистый продукт и максимально полезный продукт. То есть основная проблема вреда для человека – это пестициды и нитраты. В нашем случае, допустим, нитраты накапливаются из-за различных нестабильных состояний почвы, климата, то, что происходит в открытом грунте там, или в теплицах. В нашем случае у нас всегда идеальные условия, соответственно, содержание нитратов у нас там в 25 раз ниже допустимой нормы. Тут уже вопрос второй идет, это пестицид, то, что является для нас очень вредным. В случае с вертикальными фермами мы вообще их не используем, мы стараемся соблюдать максимальную гигиену внутри помещения, и, соответственно, нам не нужен пестицид, то есть у нас растение в идеальной среде находится. И главный еще плюс – это быстрый цикл роста и возможность двигать растения. Так как у нас растения растут в субстрате, мы можем его двигать. То есть мы не посадили, как в обычной теплице, его на свое место и ждем там 60 дней, пока оно вырастет. Мы можем в течение там всего периода роста двигать несколько раз растения, тем самым мы выигрываем пространство, и мы можем еще больше растений вырастить в маленьком пространстве. Здесь есть два метода выращивания, которые мы используем для производства зелени и трав. Первый метод называется NFT или Nutrifilm Technique. На русском звучит как техника питательного слоя. В этом случае вода бежит по кругу с минеральными удобрениями, бежит по кругу в системе, насос качает ее, и растения выращиваются либо в пластиковых каналах, либо в трубах. И уровень воды в этой системе всегда очень маленький, буквально несколько миллиметров. Корни находятся в воде, в которых слой несколько миллиметров. Вторая система – это Deep Water Culture. Это тоже очень популярная система для выращивания салата. Здесь наоборот, здесь растения находятся в большом объеме воды, в большом объеме питательного раствора, и этот питательный раствор уже непосредственно в самом там лотке или в бассейне обогащается кислородом. У каждой из этих систем есть свои плюсы и минусы, в зависимости от ситуации мы применяем ту или иную технологию.
Вот здесь можно будет увидеть на вертикальной ферме слева у нас техника питательного слоя. Тут у нас есть канал. Это похоже на как кабель-канал, как это для электричества. То есть можно использовать. Мы используем специальный, но по сути это похоже очень. И растения получают питательный слой тоненько. В этом канале вода все время циркулирует. Справа же здесь используется большой лоток, и уровень воды значительно больше. Вот несколько фотографий еще, как выглядят вертикальные фермы. Здесь справа это рассадное отделение, где мы производим рассаду, и дальше уже эта рассада двигается и перемещается на основной стеллаж слева. Вот еще несколько примеров того, как это выглядит. То есть в основном на вертикальных фермах мы используем технику питательного слоя NFT. Используя эти ключевые слова, вы можете в дальнейшем, там, кто заинтересован будет, просто почитать. Эти все системы, они открыты. Уже имплементация и реализация будет отличаться. Там, вы сделаете там, не такую трубку, а такой здесь будет не канал, труба, это не важно, то есть важно понять принцип, как это работает. То есть в нашем случае мы используем как основной стеллаж, это техника питательного слоя, а как рассадное отделение мы используем еще один метод выращивания, я поговорю о нем позже, это метод подтопления. Вот так выглядят вертикальные фермы, то есть основные стеллажи, и дальше уже вот лотки черные, где у нас рассадное отделение, где растения там первые 4 недели находятся для оптимизации пространства и оптимизации расходов по электроэнергии. У меня вопрос, почему именно такой фиолетовый цвет? Ну, это больше передает сама фотография, то есть камера такой цвет. В основном растение, ему необходимо два основных спектра. Это пики в красном и в синем. То есть его фотосинтез активен в этом цвете. То есть человек видит в зеленом спектре больше, в желтом, в зеленом, глаз человеческий, а растение в красном и в синем. Но чисто в красном и в синем достаточно сложно работать на самой ферме, и можно испортить зрение. То есть обычно используют специальные очки, но следующее, скажем, поколение LED-светильников и освещения, технологии позволили нам оптимизировать это таким образом, чтобы и человеческий глаз чувствовал себя комфортно, и при этом не было потери по производительности. Мы добавили туда зеленый, мы добавили туда белый диод, и тем самым еще улучшили даже производительность. То есть, Валера, сидеть в брака. Идем за светом. Да. А я возьму про подругу. Да, ничего. И поэтому, если эти два спектра вместе, когда они горят, они создают такой эффект. Но по факту, когда вы находитесь на ферме, оно светит белым, то есть нормальным цветом. Спасибо. Вот пример гидропонных теплиц. То есть здесь используется та же система, то есть канальная, это проточная гидропоника NFT. То есть здесь основные стеллажи, сейчас я больше покажу, вот есть основные стеллажи, основные каналы и рассадное отделение, где растения находятся ближе друг к другу. То есть разница между этими двумя технологиями заключается в том, что там, как вы видите, мы можем многоуровнево выращивать, но мы там светим каждый уровень отдельно, соответственно, все растения равномерно растут. В теплице, например, тоже иногда используют многоуровневую систему, но проблема в промышленном выращивании, что неравномерно получается. То есть нижние ряды растут хуже, чем верхние. Верхние получают больше солнца, нижние меньше солнца. Соответственно, у вас получается не совсем стандартизированный продукт. Поэтому мы используем в теплицах систему в один уровень, и она достаточно эффективна. И здесь главный плюс, конечно, это использование солнца, оно бесплатно. Но также есть минус. Здесь требуется больше агрономических знаний, потому что здесь есть доступ насекомых, и, соответственно, здесь больше шансов, что какие-то проблемы будут, поэтому нужно быть более подкованным в защите растений. Немножко про автоматизацию. Мы стараемся максимально автоматизировать, что возможно, вот где это возможно, мы автоматизируем. То есть мы, понятно, экономически нам невыгодно автоматизировать сбор урожая в Молдове, например, да, то есть у нас достаточно дешевая рабочая сила относительно там, не знаю, других стран, где очень там высокие зарплаты. Поэтому в нашем случае нет необходимости. Но мы автоматизируем все процессы, которые можем. То есть в нашем случае
Мы отслеживаем на фермах температуру, влажность, циркуляцию воздуха, концентрацию углекислого газа, там уровень освещения, кислотность раствора, содержание солей, уровень кислорода в воде. То есть мы все эти параметры отслеживаем. Какие-то параметры, на какие-то параметры мы можем влиять, какие-то параметры нам нужны в статичном формате, нам нет необходимости на них влиять. Там эти все отслеживания этих параметров позволяют нам потом, анализируя, что при таких вот условиях у нас получился вот такой результат, делать, с каждым разом становиться лучше и выращивать еще более качественный продукт и оптимизировать его себестоимость. Вот мы анализируем большое количество данных с разных наших ферм. То есть у нас есть фермы в Украине у наших клиентов и в Молдавии. Мы анализируем все эти данные, смотрим, при каких параметрах лучше всего получилось вырастить тот или иной сорт салата. Соответственно, потом добавляем это в нашу программу, в систему, и уже это сохраненная информация по каждой культуре у нас есть. Плюс у нас мы можем по факту управлять с телефона нашими фермами, то есть там какие-то параметры менять, если необходимо там включить, выключить что-нибудь, там добавить удобрения, добавить воды. Это возможно, мы это не используем, у нас это все происходит само, у нас программа сама настроена, как нам необходимо, но эти возможности у нас есть. И в теплицах мы тоже стараемся максимально тоже использовать весь контроль за процессом выращивания. И потом это очень важно, особенно для анализа, потому что анализ всегда вам позволяет по истории посмотреть, вот у вас была такая температура, такая влажность, такой уровень света, там, концентрация солей, и у вас что-то произошло, и вы можете понимать, почему у вас это произошло, анализируя эти данные на истории. Ну вот это еще один вот разница между вертикальной фермой и теплицей. То есть здесь мы можем контролировать спектр света. Мы используем разный свет на разной стадии роста. То есть растение, когда оно маленькое, оно прорастает на рассадном периоде, мы даем ему определенный спектр, который нужен для рассадного отделения. Дальше, когда растение уже растет, оно готово для более активного фотосинтеза, мы меняем спектр на основном стеллаже, там уже другие лампы стоят, соответственно, там более ускоренный рост происходит. Также за счет спектра мы можем управлять растением, то есть мы можем сделать его шире, мы можем сделать его выше, то есть это уже дальше опции, стратегии, скажем так, управляющего фермой. То есть если, допустим, мы хотим плотнее посадить большое количество салатов, чтобы увеличить производительность, то мы даем там больше синего спектра, делая растения более компактными, например. Либо нам нужен больше вес, мы даем больше красного спектра. Ну и дозировка и контроль удобрений, то есть всего питания. Здесь в основном все делает компьютер, то есть мы используем, растению нужно основных там 12-15 элементов основных, из которых есть там макро, микро элементы, то есть азот, фосфор, калий, там кальций, магний, сера, железо, то есть это то же самое, как и в почве, то есть всем растениям нужно определенное количество этих элементов, просто в зависимости от растения, которое вы выращиваете, соотношение этих элементов будет разное. И также важна кислотность, сама среда, кислотность воды, в которой находится, так же, как мы проверяем кислотность почвы, здесь то же самое, то есть нужно контролировать кислотность раствора. В нашем случае мы используем везде автоматизированные дозирующие системы. Мы заранее просто знаем формулы, которые мы используем, готовим концентраты, и мы не тратим на это время. То есть компьютер сам в процессе производства дозирует удобрения, доливает воду. То есть мы просто там следим за параметрами, чтобы они были всегда в норме. Гидропоником используют, так как мы не используем почву, мы должны использовать какой-либо субстрат, и в зависимости от культуры он будет выполнять разные задачи. Но основная задача – это опора для корневой системы. Корневая система должна на чем-то держаться. Дальше уже в зависимости от культуры мы подбираем субстрат с определенными свойствами. У каждого из них есть определенные свойства. Например, для производства салатов мы используем минеральную вату. Это неорганический субстрат. Это делается из породы, лавовых пород. Он чем хорош? То есть он инертный, в нем ничего нет, в нем нет никаких элементов заранее
уже присутствует, да, ничего не присутствует, он абсолютно чистый, он имеет хорошее влагоудержание, и в нашем случае для производства салата он достаточно удобен, практичен, мы его используем. Также мы используем иногда и кокосовый субстрат, как для выращивания салата и других культур. Он тоже, нам он больше нравится, но есть проблема его логистические доставки, то есть мы должны постоянно заказывать там с Шри-Ланки контейнер, чтобы привезти себе субстрат. Немножко для нас это сложно, поэтому мы его используем в основном для более больших культур, там, для томатов, для клубники, для салата не используем. То есть каждый из этих субстратов будет иметь какие-то определенные свойства. Там вата будет держать больше влаги, кокосовый субстрат держит влагу и имеет более пористую структуру, позволяя кислороду поступать к корневой системе. Но, например, кокосовый субстрат в себе имеет уже огромное количество калия. То есть кокосовый субстрат делается из кожуры кокоса, да, то есть ее прессуют дальше в какую-то определенную форму, мы разбавляем его с водой, он разбухает и получается некая структура. У него много плюсов, но, например, наличие калия там, для многих растений, то есть на старте, когда вы высаживаете, это проблема, например. Нужно иметь больше знаний, понимать, ага, у меня много калия, я должен добавить больше азота, чтобы убрать этот калий там, и так далее. То есть надо... И плюс можно комбинировать эти субстраты между собой. То есть мы можем использовать, нам нужно, чтобы субстрат держал влагу, но не сильно. Мы хотим добавить туда, например, перлит. Он будет быстрее пропускать влагу и будет более пористым. Есть растения, которые, например, как клубника, она не любит влагу в корневой системе. Соответственно, мы будем думать, как нам собрать из этих субстратов лучший субстрат для клубники. То есть все эти субстраты работают. Просто каждый из них имеет свои плюсы и минусы, и уже агроном или вы, как человек, который выращивает, определяете для себя, с чем вам удобнее работать, что вы можете купить, потому что что-то дороже, что-то дешевле. Еще несколько технологий гидропонного выращивания, которые мы используем для выращивания более больших растений. Это первое, это система капельного орошения, либо выращивание на субстрате называется, по-разному называется. Принцип такой, что используется либо некий контейнер, в котором один из вышеперечисленных субстратов используется, либо это сразу готовый мат, есть фотографии, я вам покажу, там кокосовый мат, например, то есть сразу спрессованный в пленке, и это готовый уже субстрат, готовый мешок для использования. И смысл такой же, как и выращивание в почве. То есть у нас есть некая среда, где наш корень находится, и мы через капельный полив даем ему там точно, зная, сколько воды потребляет то или иное растение на своем этапе роста, мы даем ему ровно то количество воды с питанием, которое ему необходимо. И дальше уже есть два пути развития у этой технологии. Вы можете взять весь дренаж, который оттуда выйдет, собрать и использовать повторно, либо вы можете использовать слив этой воды там, в канализацию, либо мы используем, например, где идет слив, где мы не собираем воду, мы используем эту воду для полива уже растений в почве, просто на поле. Тут уже стратегия зависит от стратегии, от знаний, потому что повторно использовать воду нужно иметь больше знаний, чтобы не было заражения, нужно лучше контролировать, очищать ее и так далее. То есть большие тепличные комбинаты всегда используют воду повторно. В Голландии, например, вообще это закон. То есть вы не можете взять просто воду, вылить там с удобрениями в канализацию. То есть вы должны ее отфильтровать и заново повторно использовать. И вторая технология – это ebb and flow. Ebb and flow – это система, при которой вода периодически заливается в лоток, на стол. Это есть такие столы ebb and flow. Вода периодически заливается снизу к корням, а корни находятся, например, в горшочках. Вот, например, цветы в горшках, например. Там. Или мы рассаду производим, например, по этой технологии ebb and flow. У нас рассада находится в кассетах, вода по таймеру заливает этот стол, там какой-то уровень, где корень находится, там в районе 15 минут идет полив, растение получает воду прямо к корневой системе, и дальше вся эта вода сливается обратно в накопительный бак. И так происходит там в течение дня, несколько раз заливается, сливается. Так можно вырастить любое растение. Ну, там уже дальше идет эффективность. То есть рассаду супер эффективно выращивать, а уже когда растение большого размера, иногда там уже не используется эта система, там, а переходят на другую, уже когда пересаживают растение в другое пространство.
Вот пример выращивания на субстрате клубники. Слева, вот если вы увидите, это кокосовые мешки. То есть это готовый субстрат в готовом мешке, который приходит, вот там мы заказываем из Шри-Ланки. Там микс кокосового субстрата, есть более мелкая стружка, более крупная стружка. В зависимости уже, опять же, от культуры вы подбираете необходимый. И через капельный полив каждое растение имеет у себя капельницу и получает питание непосредственно к корневой системе. Здесь также вот это та же самая теплица, там у нас 6 тысяч квадратных метров на севере Молдавии. Мы уже вот второй год успешно, мы сначала делали только посадочный материал, клонировали, а потом перешли на выращивание именно полноценной ягоды на гидропонном методе выращивания. Этот кооператив имеет 30 гектаров выращивания в поле, и вот после я вижу, как их мнение и желание перейти на эту технологию все больше и больше растет. Они получили очень хорошие результаты в этом году именно с теплицы, с гидропоны. И потом каждый раз звонили мне, говорили, как ужасно работать в поле под 30-градусной жарой, мы больше не хотим, к черту эту клубнику, мы хотим выращивать в теплице. Поэтому я понимаю, и мы понимаем сами боль фермеров, особенно если большие масштабы, проблема найти людей, это очень большая проблема, это у нас там 30 гектаров клубники, а нету людей, кто может это собирать, и оно все быстро портится, это надо быстро сделать. То есть теплица, и этот метод позволяет нам выращивать, например, ремонтантные сорта, которые плодоносят волнами, соответственно, мы можем высаживать таким образом, что у нас всегда есть урожай, то есть мы всегда получаем урожай, мы не получаем сразу много тонн, мы получаем по чуть-чуть, но каждую неделю, и тем самым тоже легче выстраивать логистические цепочки, там договариваться с супермаркетами. Плюс у нас очень хорошие получились результаты с точки зрения качества, то есть оно не уступало вообще по вкусу и даже лучше было, чем в поле некоторые сорта. То есть мы еще пока тестируем разные сорта, пробуем, там, какие понравятся нам, какие понравятся потребителю, но в целом мы довольны результатом. И здесь использовалась как раз гидропоника не супер навороченная, не мега автоматизированная. Это было здесь, например, питательный раствор замешивался руками, то есть агрономы просто они учились и там каждый день, там раз в 2 дня все время замешивали руками. То есть нужен был всего лишь бак, насос, там, ну и, соответственно, там теплицы, уже там затеняющая сетка, какие-то минимальные вещи, и получили хороший результат. И здесь использовался торф с перлитом как субстрат. То есть мы использовали кокос, нам очень понравилось, но экономически дороже, перешли на торф с перлитом, результаты получились не хуже. Так что торф с перлит есть в доступе. Ну вот так, как это выглядит, эта теплица внутри. Есть еще одна из разновидностей систем, которые связаны именно с выращиванием на субстрате. Мы используем эту систему в наших теплицах. Это система Bato Buckets. Bato Buckets – это голландская компания Bato, которая производит различные горшки, сразу предназначенные для выращивания в них. То есть это очень удобно. Вот как в предыдущем случае у нас здесь есть мешок, мы взяли мешок, это одноразовый мешок и утилизировали. Здесь многоразовое использование, то есть у нас есть горшок пластиковый, который мы используем постоянно, просто меняем внутри в нем субстрат. Здесь принцип точно такой же, то есть у этих горшков внизу есть отверстие под дренаж, и вся излишняя влага выходит сразу там в канализацию, либо обратно в бак, в зависимости уже от стратегии. И это многоразовое использование. Вот так выглядит выращивание томатов на системе Bato Buckets. То есть мы выращиваем томаты полностью только в перлите. То есть по-разному можно, но мы выращиваем, например, только в перлите. Оно себя хорошо показывает. И эта технология есть. Мы сделали проект в аграрном колледже на севере Молдавии, в Унгенах. И там ребята выращивают этим методом, обучаются. И я думаю, что, кстати, тем, кому будет интересно, я думаю, с осени начнутся там и частные курсы по выращиванию гидропонным методом. Там есть 5 разных технологий в одной теплице, разные, и салат, и клубника, и помидоры. Пока они сами учатся, мы их учим, то есть они осваивают это, но я думаю, там в ближайшее время они начнут предоставлять услуги консалтинга, может быть, прийти там, ну, если вы там работаете, вам просто удобнее прийти как курс пройти, и будет понятно, наглядно видно, как это все работает. Но в любом случае, из опыта скажу так, что какая бы у вас там крутая технология ни была, здесь есть еще вторая часть всего этого бизнеса, да, то есть у вас качественный продукт, у вас суперэффективно, вы его выросли, но его нужно продать. Конечно, если у вас хороший продукт,
и низкая цена, это легко сделать. Но если у вас хороший продукт и не очень низкая цена, здесь нужно, соответственно, использовать некие, скажем, маркетинговые техники для того, чтобы донести до потребителя, почему ваш товар лучше, чем там вот в вертикальной ферме салат стоит дороже, чем гидропонной теплицы. Салат на 20%, например. Соответственно, вам нужно объяснить как потребителю, почему это лучше. Там, мы не используем пестицид. Люди не знают, они не понимают, ну, в большинстве своем потребитель не знает этих вещей. То есть он не понимает, что здесь до 20% дороже, но на самом-то деле здесь и качество лучше. То есть это все вторая часть успеха этого бизнеса. То есть нужно вкладывать в личный бренд, в бренд компании, рассказывать своему потребителю, как вы выращиваете. Особенно, когда необразованный потребитель, это его пугает, это что-то незнакомое. Почему нет почвы, почему нет земли, и кажется, что это хуже. На самом деле это лучше, но нужно объяснить, почему это лучше. Да? Там, почему растение, там, необходимы эти элементы, как оно растет и так далее. То есть мы стараемся тоже это делать, и там со временем мы видим, что действительно там, мы были такими же людьми, то есть мы боялись, мы когда первый раз вырастили салат в офисе, там первый раз получился такой кривой, косой весь, но мы боялись его попробовать, потому что мы наняли агронома из Турции, он приехал, нам показал как первоначально. И у нас в компании никто сельским хозяйством вообще никогда не занимался. И мы все боялись попробовать сами салат, который вырастет. А он на нас смотрел как на идиотов, говорит, вы чего, типа здесь лучший продукт, который может быть, мы туда ничего не ставили, никакой химии, никаких пестицидов, кушайте, и показывает нам кушать. И мы, конечно, потом со временем начали пробовать, начали изучать и поняли, насколько мы были необразованные, что на самом-то деле этот контроль за выращиванием позволяет вырастить максимально качественный продукт и безопасный продукт. Также вот мы как производители, мы стараемся, вот и у нас есть клиенты, которые там вертикальные фермы у нас покупают, эти люди вообще не имели никакого опыта, они ноль, то есть они вот купили ферму и начинают сразу выращивать. То есть мы им стараемся тоже объяснить, там, используйте личный бренд. Покажите, вот я, Тимур, произвожу салат, вот я так его произвожу, рассказывать об этом. Людям об этом нужно рассказывать. Потому что мы когда приходим в магазин и смотрим там на помидоры, мы понятия не имеем, как эти помидоры были произведены. Ну, какие-то помидоры там лежат, ну, там выбираешь, а может быть они хорошие, а может не хорошие. И это возможность. В аграрном секторе я вижу эту возможность, что расскажите про свои помидоры, сделайте им какую-то уникальную упаковку, и тогда люди придут, знают, что ваши помидоры выращены вот таким методом, без там пестицидов. Мы делаем там иногда день открытых дверей там для своих клиентов, чтобы они пришли, посмотрели вообще, как это происходит, поучаствовали в каких-то процессах. То есть нужно обучать потребителя, и это приведет к росту продаж и к там, более качественно здоровой нации. В целом, еще хотел упомянуть, что у меня есть YouTube-канал, я его в последнее время не вел, но мы сейчас записываем некоторую часть новых роликов на эту тему. Тимур Мурадов просто в YouTube, если написать, там есть несколько видеороликов по каждой из систем, я рассказываю более детально, кому будет интересно, можно посмотреть. Также есть много упоминаний в прессе, там можно написать «Вертикальные фермы Молдова» и найти много информации по нашим продуктам. Спасибо большое, если вопросы, пожалуйста, ответьте. Спасибо вам, Тимур. Aveți, vă rog, întrebări? У меня пока все думают, у меня вопрос. Конечно, все время вопрос в цене. Вы сказали, что в зависимости от автоматизации процесса, да, насколько он автоматизирован, настолько он дороже. То есть самая маленькая цена, которую может себе позволить фермер, не основываясь вот на всем этом комплексном, на всей этой комплексной автоматизации, сколько стоит? Ну, смотрите, вот возьмем, например, вот у нас там клубнику, например, много выращивают в стране. Вот у вас есть теплица. Обычно там, ну, кто выращивает теплицу, есть теплица. Вот у вас есть теплица. Что вам нужно для того, чтобы перейти на гидропонный метод выращивания? По факту вам нужен мешок с субстратом, и, скорее всего, капельный полив у вас уже есть. Вы как-то поливаете это в теплице, ну, скорее всего, поливаете. Но вот по факту вам нужен этот мешок с субстратом и бочка, в которой вы будете замешивать удобрения. Все. То есть это там, ну, какие-то ручные измерители там кислотности, pH, EC, ну, там за 1000 евро вы можете, за 500 евро собрать эту систему. То есть вопрос просто, какая эффективность у этого будет, да? То есть вы в любом случае там
если имеете какие-то знания там агрономические, там, или там, набираетесь опыт, у вас все равно результат будет лучше, чем выращено в почве. Все равно лучше. Но просто если вы хотите вытащить, как там мы сейчас смотрим на максимально, там, нам нужно там, на 300 грамм в большом производстве, каждое там увеличение на 5-10% это огромные деньги. Там, да? Поэтому мы стараемся максимально вытащить потенциал этого растения. Ну, соответственно, мы тратим тогда деньги на оборудование, которое позволяет нам улучшить результаты. Но это не значит, что необходимо так действовать. То есть, если у вас там небольшая теплица, и вы хотите перейти на этот метод, вам нужно для этого просто мешок с субстратом и минеральные удобрения. Там немножко 5 часов потратить на Ютубе, и вы начинаете. То есть, это не что-то такое сверхъестественное. Понятно, вертикальную ферму, например, не сделаешь за 1000 евро. Вертикальную ферму, к сожалению, там огромное количество оборудования, которое нужно, потому что вам нужно контролировать и климат. Помимо солнца, которое вы имитируете, еще и климат. То есть там температура, влажность. А растения, вы представляете, у вас там в помещении там 50 квадратов, 6-7 тысяч растений одновременно транспирируют. То есть огромное количество влаги. То есть вертикальную ферму, там вырастить большое растение достаточно сложно. Мы до сих пор каждый раз еще понимаем, сколько мы всего еще не знаем. Хотя мы очень много времени на это потратили, много делали исследований. Ну, например, микрозелень начать вы можете. Микрозелень купить лампу в магазине, спектр света продается, обычные лампы, там 6500 кельвинов. Купил лампу, купил какой-то лоток, полил воду, микрозелень будет расти. То есть это там 500 евро. То есть все зависит от задачи. Но начать можно с минимальными деньгами. То есть это 100%. Тут надо просто понять, что мне нужно для того, чтобы стартануть, и что у меня есть. Там в большинстве фермеров что-то есть, там теплица есть, насос есть, вода есть. Вот вода, кстати, одна из важных моментов, которые нужно учитывать. Вот я заметил, у нас многие к нам приходили, к Молдове, клиенты, которые купили что-то, начали выращивать, у них не получается. Я говорю, покажи воду свою. И там смотрим анализ этой воды, ну там кошмар. То есть вода, к сожалению, у нас крайне некачественная в стране. И для того, чтобы использовать ее в гидропонном методе, уровень содержания в ней минералов, солей должен быть низкий. То есть либо у нас хорошая вода на пруд, Днестр, речная вода, ее можно использовать для определенных культур, там клубнику, например, мы выращиваем на речной воде, не используем фильтрацию. На всех других производствах мы ставим систему обратного осмоса, мы все элементы снимаем с воды, и дальше уже так больше контроля. Но можно использовать городскую воду, можно. Так как у вас расход воды небольшой, можно использовать городскую воду, но надо учитывать содержание в ней кальция, магния, которое уже есть, то есть когда делаете раствор. Хорошо. А если сравнивать усилия и затраты по сезонам, то есть какие-то отличия от, ну, скажем так, летом и зимой? Потому что вы говорили, что некоторые именно нужно использовать дневной свет, там, утепление или что-то такое. Ну, смотрите, если мы говорим, допустим, про выращивание в теплице, гидропонном методе выращивания в теплице, то, конечно, если у вас в основном выращивают вне сезон, то есть выращивают лето, это такая, скажем, период, когда идет обслуживание системы, чистят теплицу, меняют субстрат и так далее. А дальше, например, там в августе высаживают томаты, и они потом дальше, это растение растет на протяжении там 9-10 месяцев, опять до следующего лета. То есть стратегически нужно выбирать какая у вас культура, исходя из культуры подбирать уже время, период времени, когда вы ее выращиваете. Например, салат мы выращиваем круглый год, потому что салат, там короткий цикл роста, с ним не так сложно там возиться, ему не нужно так много света, например, и мы можем вырастить его там на вертикальной ферме. Там, томат вырастить зимой достаточно сложно, то есть вам нужно много света дать этому растению дополнительного, ему нужно дать температуру, она любит температуру. Там, надо смотреть, надо считать экономику всегда, когда вам выгоднее это вырастить. Если бюджет позволяет, то, конечно, выгоднее выращивать тогда, когда никого нет на рынке, когда там не в июле точно там или не в июне. Хотя, например, вот по салатам у нас нету просадки по цене, мы не опускаем цену летом. У нас нет такого, что мы там летом продаем на 50% дешевле, чем зимой. Нет, у нас цена не меняется. Мы не поднимали пока что ее зимой, но не опускали летом. То есть мы там фиксированно продаем наш салат за евро там 20. Ну вот и мы евро 20 круглый год его и продаем. Достаточно удобно. И там 10 видов, они все стоят евро 20, например, там, или евро, в зависимости там уже. И не меняется цена. Там с другими культурами сложнее. То есть там клубника, она в сезоне падает в цене. Вот если вы выйдете там в апреле, у вас лучше цена там в мае, потом в июне уже, понятно, цена падает. Хотя сейчас уже смотрю по ценам, не могу сказать, что прям все так сильно падало. Все растет, все только растет. К сожалению, да.
А если по поводу вот именно логистики, то есть вы говорили, что у вас есть поставщики, особенно эти субстраты вы должны заказывать. Есть какое-то постоянство для, скажем так, малого бизнеса, потому что они же не будут заказывать в огромных количествах даже эти субстраты, и как это можно, ну, как бы для будущих фермеров, которые думают использовать такой метод выращивания, какие советы вы можете дать именно для того, чтобы не было вот обрыва этой цепочки? Ну, все субстраты, в большинстве случаев есть в стране, здесь на месте, в магазинах продаются, там Фруктул, есть другие какие-то компании, которые продают субстраты, торф много завозят, то есть с торфом проблем нету, перлит, все эти вещи, они есть. То есть там кокосовый субстрат в матах, например, там трудно найти, да, мы единственная компания, кто завозил его, использовали там в основном для себя. Там, если вы небольшой фермер, то вам проще всего пойти купить там торф. Торф очень хороший. То есть торф, он недорогой, и с ним можно работать. Просто с ним надо, скажем так, в зависимости от культуры, просто сделать почвосмесь торфа. То есть нам добавить к нему перлит, что-нибудь, что там не будет так сильно влагу держать. Торф слишком много влаги держит, например, и нужно учитывать там культуру, которую вы выбираете. А так все субстраты можно купить здесь локально, нет проблем. Spasiba. Poate are cineva întrebări din participanți? Dacă îmi permiți, eu am o mică întrebare, vreo două întrebări. Я бы хотел спросить, а сколько электроэнергии примерно потребляет вот вся эта система? То есть много потребляет или как? То есть затраты идет? Вы про вертикальную ферму имеете в виду? Ну, все фермы, вот даже гидропоника там, допустим, или это вот, то есть количество или потребляемой электроэнергии, или сколько затрат, процент затрат на электроэнергию в зависимости от, ну, в связи с другими вот затратами. То есть это большой. Смотрите, по вертикальным фермам, значит, мы тратим в среднем 1,8 киловатт-час энергии на производство одного растения за весь цикл роста. Вот 6 недель растет растение. Если все количество растений, которые мы производим, разделить на количество энергии, да, которое мы потратили, то выходит где-то в районе 1,8 киловатт-час энергии на производство одного салата. Это в вертикальных фермах, да, то есть там искусственный свет, соответственно, большинство кушает свет. В структуре себестоимости это будет в районе там 30%, там плюс-минус, то есть там большая часть будет, это будет электричество, будет заработная плата, и дальше уже там мелочь, там семена, субстрат, удобрения, там все это центы. То есть в основном в районе 30%. Что касательно теплицы, допустим, тот же салат в теплице, ну, смотря какой период времени, например, весной там или летом у нас, ну, работает насос, там, он может потреблять там, ну, 1,5 киловатт-час энергии там постоянно, но насос работает постоянно, то есть вот считайте, у вас работает постоянно насос, соответственно, это ваш постоянный расход. Исходя из размера системы определяется и мощность насоса. Ну, в среднем там 1,5 киловатта, например, насос, 24/7 он работает. Дальше там уже какая-то энергия, которая просто связана с теплицей, там открыть крышу, закрыть крышу, если все эти открывания, там есть там туман и так далее. То есть в теплый период времени больших расходов в теплице нету. В холодный период времени расходы начинаются, понятное дело, там уже отопление, циркуляция воздуха, там досветка и так далее. Но в среднем по вертикальным фермам где-то 1,8, по салатным теплицам там намного меньше. Ну, в теплый период времени намного меньше. А с другими культурами там, вот клубника, например, у вас будет тратиться энергия ровно тогда, когда вы будете давать полив. Вот вы даете там, мы, например, даем поливы короткими дозами там по минуте. То есть мы даем минуту полив, там пауза, там час, например, и таких поливов 10. Ну вот вся энергия, которую вы потратили, 10 раз по минуте включили насос в течение дня. То есть вот такая математика. Еще один вопрос можно. Вы говорили, что вы в колледже там сделали демонстрационную там стенд или вот это вот. В других вузах что-то есть еще? То есть или думаете делать? Там, Ну, допустим, в университетах?
Мы бы хотели, но это не от нас зависит. То есть тут уже фонды выступают с спонсорами этих проектов. Но пока сделали вот в Унгенах, пока, так скажем, обкатывают технологии, потому что у нас проблема в отсутствии преподавателей. То есть тут самое главное, например, что преподаватели в колледже или в университете, они не владеют этими знаниями. Соответственно, нам нужно потратить какое-то время для того, чтобы обучить сначала преподавателей, чтобы потом они могли обучить учащихся. Ну, пока экспериментально сделали в Унгенах, говорили о том, что вроде здесь, в Кишиневе, в аграрном университете хотят сделать, но я смотрю, тут уже вопрос самого аграрного университета под вопросом, поэтому не знаю, как будет. Ну, вроде разговор идет такой, что будем еще делать, посмотрим. Пока только в Унгенах. Хорошо, спасибо. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Люди стеснительные. Мне в личке написали, что это очень интересно, и им даже пришла идея самим начать такой бизнес. Так что мотивация уже достаточно есть. Я вам скажу так, что самое главное, вообще зачем? Надо первое понять, зачем. Зачем мы будем это делать. И я вам скажу для себя, как я понял, зачем. Я крайне ленивый человек. Совершенно я не хотел. И когда мы начали этим, поняли, что вот сельское хозяйство, я работаю в компании, и мы продавали сначала просто теплицы. Просто обычные теплицы и без технологий. Я пошел пару раз, побыл в теплице, я человек, который вообще не из этой сферы, я сказал, да ну, я не готов, а в поле вообще там, где жара, ужасно, это так сложно, типа, я не готов, я ценю людей, которые этот труд делают, говорю, я не готов это делать, я не могу, мне плохо становится, там, температура, у меня давление начинается, я не могу. И мы начали сказать, ага, есть технологии, которые позволяют нам много процессов автоматизировать, не надо там быть постоянно, да, там само поливается, там благоприятные условия, климат, комфорт. Это первое, что мне понравилось. Но потом я начал разбираться, вообще какие плюсы будут. И когда я увидел, что я могу больше урожая получить, там, меньше тратить энергии, ресурсов, там, много-много-много разных плюсов, я понял, что, я могу в маленьком пространстве, или как вот ферма. Ферма на 60 квадратов, вот это наша маленькая самая ферма, которую мы продаем, но она производит 1000 растений в неделю. Но один человек работает. Один человек производит 1000 растений в неделю, при этом он не находится целый день на работе. Он пришел, он знает, у него есть там 2 дня грузки в неделю, вот эти 2 дня у него много работы. То есть он пришел с утра, посадил, пересадил, собрал. Все остальные дни он не работает, он может заниматься какими-то другими вещами, там, либо продвигать там маркетингом заниматься, еще чем-то. Ему не нужно быть на производстве постоянно. Это тоже очень большой плюс. То есть это ваше время, насколько вы его оцениваете, да. То есть и сейчас я очень рад тому, что государственные программы финансирования, они пошли навстречу и начали поддерживать нас, потому что мы пришли и говорим, вот, смотрите, мы делаем вертикальные фермы, дайте нашим клиентам финансирование. Они говорят, ну что за вертикальные фермы, идите, у нас другие законы. Мы расстроились сначала, думали, как им продвигать что-то новое. Но потом со временем получилось у нас убедить их в том, что поддержите, мы покажем, вот наглядно, мы начали строить, наглядно показывать. Вот смотрите, здесь намного эффективнее, там, мы экономим воду, дайте возможность людям финансирование получить. Теплицу вы можете получить финансирование, а вертикальную ферму нет. И сейчас это тоже поддерживается. Там АДМА, структура Левада, они поддерживают эти проекты, дают деньги нашим клиентам. Соответственно, больше людей начинают в этом как бы понимать, разбираться. Нас это тоже очень радует. Мы не говорим, что надо заменить все сельское хозяйство гидропоникой. Нет, определенные культуры, там томаты, огурцы, перцы, салаты, вот клубнику, все это можно выращивать на гидропоне намного эффективнее, чем в почве. Поэтому не надо бояться, просто надо делать. Надо открыть YouTube и посмотреть, как начать там. Я человек, я пример этого, что я никогда в жизни, я в огороде не был. Я был в огороде 5 лет последний раз у бабушки. То есть я ничего не знал вообще. Я продавал теплицы по телефону, не знал, как теплица выглядит, только на фотографии. Поэтому те люди, которые опыт есть уже соприкосновения с растениями, им намного проще. Им просто нужно понять, там, что мне надо. Мне надо посмотреть, какая у меня вода. Что в этой воде должно быть. Все эти ответы есть в интернете. Просто надо написать, потратить свое время, и все получится. Спасибо вам большое. Если можно, в конец презентации, закройте вашу презентацию, чтобы мы сделали общую фотку. Я pопрошу всех, чтобы они включили. У нас есть stăsnitele, но в конец они как бы чуть-чуть... Așa, o să vă rog frumos ca la final să vă conectați puțin camerele ca să avem
o dovadă a faptului că ați fost prezenți și a fost un eveniment destul de important. În cazul în care mai aveți întrebări față de domnul Timur, îl puteți găsi datele de contact ale lui, le puteți solicita și de la noi și dumnealui le oferă. Vă rog frumos. Așa, zâmbim. Uite, Filipo, că se mai conectează lumea, zâmbim. Punem cheese. Vă mulțumesc frumos! Și pe această notă vreau să vă reamintesc, pentru cei care sunt interesați, Centrul de Consultanță în Afaceri, în cadrul programului Academia Smart Farming, organizează mâine o vizită în teren pentru a vedea cum a fost realizat un parc eolian. Respectiv, dacă vă este interesant, mai sunt încă locuri, eu las în chat la acest moment linkul de înregistrare pentru acest eveniment și până la ora 3, cred că pentru cei care sunt interesați puteți completa chestionarul, ulterior veți fi contactați pentru a vă stabili detaliile pentru vizita de mâine. Mulțumim tuturor participanților, mulțumim Timur! Și sperăm că mai avem conlucrări în acest context, pentru că, într-adevăr, este un lucru destul de important faptul că ajutăm fermierii să crească și să nu se mai chinuie pe câmpuri în soare, nu numai prin faptul că nu suntem lenoși, dar și prin faptul că suntem harnici, doar că trebuie să eficientizăm munca noastră. Și munca în câmp nu trebuie să fie un chin, munca în câmp trebuie să fie o plăcere și respectiv faptul acesta este asigurat parțial de aceste noi inovații în domeniul agriculturii. Mulțumesc tuturor, vă urez o zi frumoasă și ne revedem cu alte ocazii la alte evenimente. O zi frumoasă! La revedere, mulțumesc! La revedere! La revedere!